Привет, ребята! Меня зовут Оля, и в этом ролике я хотела вам ответить на вопросы, которые вы задавали под предыдущим видео о сыроедении. Спасибо вам большое за комментарии, поддержку, добрые слова, мне очень сильно приятно. Итак, давайте начнем. Что касается веса, на сыроедении у меня был как минимальный мой вес за всю жизнь, за все 28 лет моей жизни, это 37 килограмм, так и максимальный 68 килограмм. Так что тут на сыроедении все зависит от того, сколько и каких продуктов вы едите. Если вы будете объедаться орешками, то можно очень здорово отъесть себе бока. Я призываю вас задумываться о колораже, о том, сколько вы употребляете белков, жиров и углеводов, рассчитать свою норму. Я обязательно оставлю под видео статьи, в которых можно прочитать о том, как высчитывается, и постараюсь где-то здесь написать формулу, сколько на килограмм веса нужно белков, жиров, углеводов и примерный колораж. Так что да, что касается веса, сыроедения, я знаю, что бытует миф, что все сыроеды очень худые, но нет. По своему опыту могу сказать, что это не совсем так, это зависит от того, что вы едите. Что касается волос, я очень ими довольна, собственно. Они не секутся, не выпадают и выглядят, по-моему, очень здоровыми. Так что да, с волосами все прекрасно. Я бы не сказала, что они прям очень сильно начали пушиться и стали супер густыми при переходе на сыроедение, но выпадать они от этого не стали точно. Так что в целом плюс-минус волосы остались такими же, какими и были. Что касается зубов, я безумно довольна своими зубами. Я недавно сняла брекеты, и зубы белые, здоровые, нет кариеса. Был инцидент в 24 года, 4 года назад, когда у меня начали крошиться зубы, но я не думаю, что здесь виновато сыроедение, потому что еще в 17 лет я из этих зубов удалила нервы, и врач мне обещал, что они начнут крошиться уже в течение года. Они продержались намного дольше, получается, с 17 и до 24 лет. 7 лет они продержались без корней, потом, естественно, они стали крошиться, это нормально для зубов без нервов. Я сразу же обратилась к специалисту, мне поставили короночки. В остальном зубы ведут себя совершенно адекватно, они меня радуют, они не желтеют, не выпадают, и все с ними нормально. Что касается критических дней, была ситуация, когда мой вес упал ниже 45 килограмм, на 3 месяца примерно у меня пропали критические дни, но как только я стала возвращать свой прежний вес, они вернулись. Бытует миф о том, что критические дни из-за зашлакованности организма, не знаю, у меня за 5 лет они были практически все время. Они стали регулярными, не такими обильными, безболезненными, а до этого я очень страдала от болезненных критических дней, прям очень страдала. И да, в целом я очень довольна, здесь большой прогресс, но они не пропали, они есть. А что касается кожи, вот здесь я, конечно, была несколько разочарована, потому что все говорят, что на сыроедении она становится совершенно идеальной. Со мной чудо не случилось, она стала значительно лучше. Сейчас я, например, сижу без тональника, на мне только SPF, и я очень ей довольна, но она не идеальная, меня обсыпает, если я съедаю какой-то нитрированный фрукт или овощ, а вы знаете, что найти фрукты и овощи сейчас без нитратов, ой, как сложно. Поэтому, да, стоит мне чем-то, например, увлечься теми же самыми орешками или съесть что-то не супер чистое в плане нитратов, то, да, у меня сразу аллергические высыпания, и от этого уж никуда не деться, но я аллергик, я поздний ребенок, я аллергик с самого детства, поэтому, возможно, это чисто моя проблема. От этого до конца избавиться мне не удалось. Насколько бы чисто я не питалась максимально, насколько это возможно в Москве, увы и ах, это осталось со мной.
Я практически никогда не болею, при том, что я всю жизнь работаю с детьми, и кто работает с детьми, тот знает, что в осенне-зимний период ты просто вся в соплюшках, и при прямом контакте с болеющими детьми я не заболеваю, и в том числе, если вдруг заболевает мой муж, я спокойно ухаживаю за ним, но сама не болею. И это началось как раз-таки после того, как я перешла на сыроедение. Я забыла про то, что такое насморк, что такое ОРВИ, я перестала болеть такими заболеваниями, что очень круто. Плюс я забыла, что такое приступ панкреатита, изжоги или еще что-то такое. Максимум, если я переем орешков, ой-ка, хватит, ну пожалуйста, немножко внимания, черепашки удивите, немножечко, лайк черепашки. Я забыла, что такое боли в желудке, изжога или приступ панкреатита. Это оставило меня совсем, и я безмерно этому счастлива, потому что, как я говорила в первом видео, это была задача номер 1. Мне было чудовищно сложно жить с моим панкреатитом. Сейчас этой проблемы нет в моей жизни. Я счастлива. Кроме того, я стала намного более выносливой, я постоянно занимаюсь спортом, бегаю по 3 километра, и выносливость выросла очень сильно, это заметно. Тонус самочувствия, я стала какой-то более позитивной, светлой, что ли, мягкой в том числе. Обострилось обоняние. Сейчас мне намного проще просто по запаху определять спелость фруктов, их сладость. И это очень классный бонус. Еще, я очень метеозависимый человек. И я забыла, что такое головные боли. После того, как я перешла на сыроедение, у меня пропали головные боли. И это прекрасно. Я просто человек-букет разных заболеваний. Аллергия, головные боли, панкреатит. Класс. В общем, да, голова у меня больше не болит, и это очень приятно, потому что особенно в подростковый период у меня были мигрени, которые могли длиться месяцами, и это очень-очень неприятно. В этом плане сыроедение мне очень классно помогло, так что да, если подытожить вышесказанное, на вес сыроедения не влияет, оно влияет на общее состояние организма, ну то есть организм в целом выглядит более здоровым, но на сыроедение можно быть как полным, так и худющим, тут уж все зависит от того, сколько и чего вы едите. А на волосы особо не повлияло, они как и были, так и остались, сыпаться не стали, ну и прям супер в тигрицу я не превратилась. А зубы тоже с ними ничего не произошло. Они не пожелтели, не повыпадали, но и в третий ряд не выросли. Критические дни есть, они короче, регулярные, безболезненные, но присутствуют. Ну и в целом тонус организма возрос. Сыроедение — это не панацея, но это очень хороший инструмент для того, чтобы наладить свой организм. Это большой помогатор в том, чтобы стать более здоровым и счастливым человеком. Безусловно, очень важно, как вы высыпаетесь, занимаетесь ли вы регулярно спортом, какой образ жизни ведете. Еще есть очень-очень много факторов, которые повлияют как на ваш внешний вид, так и на ваше самочувствие. Но я люблю сыроедение, оно прекрасное, я не хочу от него отказываться, я не хочу откатываться назад, и я считаю, что никакие плюшки и сладости этого мира не заменят того счастья, здоровья и ощущения, которое мне подарило сыроедение. Оно поменяло мое мировоззрение. Я надеюсь, что я ответила на ваши вопросы. Если осталось что-то, о чем я не рассказала, но вам хочется узнать мой опыт, мое мнение, пожалуйста, оставьте их под этим видео. Также заглядывайте в шапку под видео, там будет много полезных ссылок. Спасибо большое, что пришли на мой канал. Я была очень рада вас снова видеть. И до встречи в новом ролике. Всем